Всем привет и добро пожаловать на кухню осознанного питания, здорового питания Nordic Balance. Дорогие мои, как я вам уже давным-давно обещала, наконец-то дошло время до того, когда мы с вами будем делать полезные перекусы, то есть healthy snacks. Что мы сегодня сделаем? Не пугайтесь, пожалуйста, что здесь всего всякого много. Мы с вами сделаем все это быстро. Я уже все это приготовила, и вы просто будете смотреть, делать вместе со мной, или же потом, просмотрев мое видео еще раз, повторять. Значит, моя идея такая. Мы сегодня сделаем маффины из разных ингредиентов. Мы запечем такие прекрасные овощи, как корень сельдерея палочками, аспаржа, лук-порей в беконе. И мы сделаем а-ля горячие палочки или бутерброды, да, с сыром. Вот. И потом я сделаю еще, когда мы все это поставим в духовочку, еще некоторые интересные перекусы, которые полезные и от которых вы не будете поправляться. Ну что, друзья, вы готовы? Тогда приступаем. Итак, мы начинаем с маффинов. Я уже приготовила форму, которую капнула немножечко маслица. Мы сейчас это все вот так смажем немножко этим растительным маслом и начинаем наш банкет. Я решила в некоторые из них положить листья шпината, абсолютно импровизационно. Вот так вот мы застелим как бы дно этих маффинов, да, или кексиков полезных. Вот так вот. К примеру, мы сделаем 3 из них таких со шпинатом, да, а 3 из них мы просто выложим вот так вот тоненький ломтик бекона или бекона, как у вас будет там по-русски. Вот так вот. Так, и теперь мы сюда же можем вылить. Нет, сначала, пожалуй, мы будем вкладывать сюда в каждый маффин то, что мы желаем. Значит, я приготовила немножечко, у меня было свинины со вчера. По-датски называется fläskesteg. Так, кто знает датский. Вот. Это все свеженькое. Со вчера у нас были гости. И вот то, что осталось, я сюда как бы кладу. Все исключительно на ваше усмотрение. Можете добавлять сюда остатки со вчерашней ветчины. Или какие-то у вас, может быть, котлеты есть. То, что со вчера осталось, все свежее. Все это пригодится к нашим маффинам. У меня немножко спаржи. Тоже вы поймете, что почему она у меня осталась, потому что у нас вот я купила большой пучок, и будет очень вкусно в наших маффинах также. Вот эти вот частично, да. Сюда можем добавить немножко помидорчиков. Все на ваше усмотрение, как вы любите. Так вот. Так, где больше, где меньше, как вам будет удобно. Можете по-разному все это делать, совершенно импровизируйте. Лук-порей, тоже чуточку, буквально вот так вот, для украшения, да. Так, сюда, сюда и чуть-чуть сюда. Вот, можно красный лучок немножко. Хоп. Все это полезненькое, свеженькое, вкусненькое. И как вы, вот я говорю, импровизируете, вы потом всю эту прелесть заливаете просто-напросто взбитым яйцом. У меня еще есть, я вчера делала также спагетти из кабачка, и вот немножко осталось у меня кабачка. Я очень люблю кабачок, и думаю, что он никогда не помешает в наших маффинах. Ну вот, пожалуй, и хватит, да? Что мы теперь можем сделать? Теперь мы берем наши взбитые яйца и заливаем наши кексики. Вот так вот. Просто-напросто взбитым яйцом. Если у вас что-то осталось, боже мой, завтра вы можете сделать омлет из этого, из этих остатков, да, и будет также вкусно и полезно. Эти маффины, которые мы сейчас с вами делаем, они великолепно замораживаются. То есть вы можете оставить себе 2 штучки завтра, послезавтра, потом вам это надоело, но у вас всегда есть в морозильной камере, и вы всегда можете достать себе на очередной перекус, и вам будет очень даже вкусно, полезно и
интересно, опять же, потому что каждый день мы все-таки так не готовим, да. Все, вот я сейчас доливаю уже последние наши ингредиенты, наше яйцо. Вот так вот. Вот, пожалуй, и все. И вот такие у нас милые маффины получились. Знаете, что я в некоторые из них хочу добавить тертый сыр. Это тоже придаст такую некую пикантность. Вот в 3 мы добавили, те, которые с беконом, мы добавили немножко тертого сыра. В шпинат мы не будем добавлять. Вот так вот. И, пожалуй, я немножко их поперчу. Вот у нас наши маффины готовы. Теперь я их поставлю на подготовленную решеточку и отправлю в духовку. Так, вот буквально на минут 15-20 при температуре 180-190 градусов. Теперь мы с вами приступаем к следующим вкусным закускам и полезным. Это у нас будут овощи, как я уже сказала, палочки из корня сельдерея, аспаржа, немножко у меня лука-порея и бекон. Мы все это сейчас будем заворачивать в бекон. Вот буквально я взяла 3-4 штучки, в зависимости от того, какой они у вас толщины, ширины, или как скажем, да, эти бекон. И заворачиваем вот так. Руки у меня чистые, не волнуйтесь. Я вас всегда об этом предупреждаю. Так вот все простенько, быстренько. Раз, завернули. И будет великолепный у нас такой перекусик. Весь жир из бекона, он выйдет, пока он будет стоять в духовке. То есть это будет и вкусно, и полезно. И опять же, жир нашему организму нужен, вы же знаете, я об этом всегда говорю, да? Наше тело строится из белков и жиров. Полезных жиров, разных жиров животных также. Вот, все так это быстренько у нас получается. Все, со спаржей мы уже сделали наши такие рулетики. Теперь можем обернуть лук-порей, кто как любит. Опять же, все на ваше усмотрение, все на ваш вкус, все в ваших руках. Главное, импровизируйте, главное, кушайте разнообразно. Иначе, если вы будете кушать все время одно и то же, то это приведет к чему? К срывам, правильно. Поэтому, друзья, экспериментируйте, вдохновляйтесь, смотрите разные рецепты на интернете, смотрите мой Facebook, где я очень много выкладываю различных вкусных вещей и полезных, опять же. И не бойтесь еды, не бойтесь потратить свое драгоценное время на то, чтобы приготовить что-нибудь полезное вас. Это прежде всего инвестиция в вас, любимых. Помните об этом, хорошо? И не жалейте на себя время. Иначе, ну кто же о вас еще позаботится, как не вы сами о себе? Так, вот, пожалуй, и все. Так, и мы можем с вами остатки вот этого самого корня сельдерея вспрыснуть немножко маслом, секундочку. Так, сейчас я подойду к маслу. Ну вот, немножечко масла мы можем, там, чтобы бекон закончился, да. И можем также посыпать какой-нибудь вкусненькой специей, например, паприкой. Она острая, даст очень хороший пикантный такой вкус паприки и цвет. Вот так вот. И теперь мы можем все это опять отправить в духовку. Вот так вот у нас все это получается. Немножко разложим, так, больше места дадим нашей аспарже. И отправляем сюда же. Может быть, мы поставим чуточку, отодвинем эти маффины, и у нас поместится даже здесь сверху.
Смотрите, как красиво все смотрится. Так, вуаля. Засекаем еще минут 15 и приступаем к следующему блюду. Я приготовила, как вы видите, мой домашний хлебушек. Я его спекла вчера вечером. Очень вкусно получился, кстати. И вам очень советую также начинать печь. Рецепт у меня на страничке, я вам обязательно его дам. Сейчас я что сделаю? Я хочу этот хлебушек, 2 кусочка я отрезала. Я их разрежу вот так вот вдоль и положу обыкновенный сыр, какой у вас есть. У меня сейчас американский сыр, я даже не помню, как чеддер, да. Вот, смотрите, я разрезала вот так вот пополам, вдоль, да, 2 кусочка. И теперь мы сюда кладем прям каждый кусочек на этот слайс хлебушка. Вот. И также отправим всю эту прелесть в духовку. Запечем. Видите, как получилось? Просто, легко и красиво. Все это тоже запекаем вместе с нашими остальными снеками. Я поставлю просто вниз. Вот так вот. И потом достанем, и у нас будет такой вкусный а-ля сэндвич. Теперь, друзья, что у меня здесь имеется? Значит, все эти остатки, которые здесь есть, которые не поместились в наши кексики, я завтра сделаю обязательно какой-нибудь омлет или еще какое-нибудь блюдо, симпровизирую. Я бы хотела вам что показать. Мы можем с вами сейчас вместе сделать такие сэндвичи из яйца. У меня также была, как я сказала, вот эта же самая свинина с флескистай по-датски, да? Я сделала просто такие тонкие ломтики. И теперь мы можем сделать великолепный а-ля сэндвич из яйца. Это тоже великолепный будет простой и очень вкусный перекус. Что я беру? Одно яйцо, которое я сварила вкрутую. Разрезаю его просто-напросто вдоль. Сейчас вы его увидите. Вот такое у меня яйцо, да? Кладу его сюда. В яйцо я положу листик салата, вот так вот, положу кусочек, ломтик свинины тоненькой, да, сюда же я могу положить листик шпината, и что мы еще можем, немножечко перчика, к примеру, да, и закрываем все это второй половинкой. И у вас получается вот такой вот сэндвич интересный. Сейчас мы этот сэндвич просто-напросто закрепим, и он у нас будет вот так вот выглядеть. Вторую половинку я также сделаю, только мы сюда положим, к примеру, ломтик помидора. Так у нас получается. Немножечко салатика. Можно его оборвать, если он сильно большой листик. Немножко этой самой ветчины или свининки. Можете сюда положить лучок. Вот так вот, да? Смотрите, как здорово. Можете немножко присыпать травкой. Это разные травы, пармесанские, по-моему, да? Можем немножко положить ломтик, к примеру, огурца. И, опять же, закрываем второй половинкой яйца, и вуаля, смотрите, у вас второй сэндвич, присыпанный перцем. Вот так, ладно, мы его положим. Вот вы ему посмотрите вдоль или в поперек, вот как он смотрится. Великолепно, удобно есть, вкусно, сытно. Можете сюда, не знаю, если у вас со вчера осталась котлета какая-то, можете ее тоже сюда положить, и будет вкусно, честно. Пробовали, и сытно, самое главное, это сытно. Значит, со свининкой, с яйцами мы разобрались. Помидор. Обыкновенный помидор. Я вытащила из него всю сердцевинку, да, порезала мелко, смешала сердцевинку с луком, нет, извините, с чесноком и с тертым сыром. И что у нас вот здесь уже получилось? Давайте возьмем ложечку. Посолила. И все это смешала, и вы теперь можете это все положить обратно. Это очень и очень вкусно, друзья. Попробуйте непременно. И очень сытно, и, опять же, немножко необычно, правда? Так, оставляем здесь. И, как всегда, немножечко добавим перчика. Вот так вот.
Угу. Думаю, соль не нужно. И можете закрыть немножко. Можем положить немножко укропчика. Смотрите, как хорошо. Вот так вот. И прикрываем крышечкой. Великолепный перекус. Пожалуйста, кушайте на здоровье. Так, что мы еще можем сделать? Значит, я, как пример, взяла, также есть такой вот бифштекс из рубленого мяса, который тоже остался с вчера. Говорю, у нас было много гостей, и поэтому я не хочу ничего выбрасывать, я хотела бы сделать что-нибудь полезное и, как говорится, с пользой для дела. И вам показать также примеры. Смотрите, я взяла перец, обыкновенный вкусный, сладкий, как мы его раньше называли, болгарский перец. Так? Мы сейчас возьмем этот бифштекс из рубленого мяса, он очень большой. Вот, он еще и с сыром у нас. Вот, я отрежу кусочек, к примеру, вот такой кусочек. Этого будет достаточно, да? И мы сейчас с вами будем делать гамбургер. Я положу немножечко листика салата, да, один кусочек. Немножко я положу сюда огурчика, ломтик помидора. Также у меня есть красный лук, который я приготовила. Смотрите, как все хорошо. Вот так вот. И кладу сюда вот такой большой бифштекс. Немножко его засунем, так чуть-чуть прижмем, да? Вот. Получается вот такой вот. Можете назвать его гамбургером, сэндвичем, как вам будет угодно. Его очень удобно кушать. Вы можете спокойно есть, ничего у вас не будет падать, потому что у вас все как бы в закрытой чашечке, и все очень хорошо будет смотреться. И вот смотрите, какая красота. Это тоже как один из вариантов сытного и вкусного перекуса. Так, убираем всю эту прелесть и приступаем к нашему следующему перекусу. Что мы еще можем делать, да? Я беру свой домашний хлеб. Как я уже говорила, он очень-очень вкусный получился. Смотрите рецепт на моем сайте. Просто отрезая тонкий ломтик этого хлебушка, давайте как пример мы сделаем просто даже половиночку, да, и кладем его на тарелочку. И сюда же на него мы кладем вот эту прелесть, которая у нас была в помидоре. То есть это мякоть помидора с сыром стертым и с чесночком. Вот. Так вот у нас получается. Можете также немножко украсить мякотью помидора, или не мякотью, а такими кусочками, да? Можете также сюда положить красный лучок, если вы захотите. Просто все зависит от вас, от того, как вы любите кушать. Вот. И что вы любите кушать, да? И можем также немножко украсить, ничего, пальцем попробую, не могу, убегает. Немножко украсим вот укропчиком. Вот у вас тоже такой, как перекус. Вы можете сделать целый кусочек хлеба, чтобы вам было более сытно, да? Опс. Здесь у меня зерновой творог. По-датски это называется хютеост. Так, я в него добавлю тертый огурец, самый обыкновенный огурец. И перемешаю все это с этим творожком. Так вот, можно больше. И сюда добавлю также чесночок. Тертый чесночок. Не тертый, а выдавленный, да, для пикантности. Вот. Все это тоже заправлю или приправлю перчиком. Вот так вот. Немножко присолю. И смотрите, у нас получилась еще одна очень вкусная и очень простая, не знаю, бутербродная, как сказать, намазка или наполнитель для... В общем, придумайте слово за меня, окей? Вот так вот это все смотрится. Можно также сюда добавить немножко укропа. Ну, чуть-чуть. Вот так вот немножко. Угу.
Немножко я помогу все-таки пальцами. Не хочет он меня слушаться. Вот. И опять же, берем половинку хлеба, можете взять целый, если это полноценный перекус, да, у вас на работе или в какое-то время. И выкладывается это все на хлебушек. Вот у вас уже два варианта, да. Полезно, вкусно и красиво, я считаю. Немножко украсим тоже укропчиком, может быть, кориандр или какие у вас угодно есть. Если у вас есть просто обыкновенный творог, вы можете также творог перемешать, к примеру, с зеленым луком и с редиской. Это будет очень тоже вкусно, так а-ля по-польски называется такой перекус, да. То есть экспериментируйте, не бойтесь, пробуйте. И главное, чтобы вам было сытно, вкусно, и это все будет полезно. Так, что у нас еще? Значит, я нарезала различные овощи. Это сладкий перец, да, сладкий, но такой длинненький. Я порезала сельдерей, палочки, и морковку также с такими палочками, и огурчик. Взяла обыкновенную сметанку, которую я сейчас посолю, поперчу и добавлю в нее разные такие специи. Вот видите, как оно смотрится. И в Дании это очень популярно, когда приходят гости, к примеру, и еще не все подошли, ну, не все пришли, кто-то, может быть, там задержался, не знаю, на светофоре и так далее. И всегда до того, как все соберутся, мы подаем такие как бы закусочки под первый бокал на welcome drink. И мы делаем вот эту вот такую заправочку из разных специй. Соль, перчик, сметанка, это может быть натуральный йогурт, как угодно. Все на ваше усмотрение. Вы можете опять же добавить сюда чеснок, если вы это любите, да. То есть все по вкусу. Вы можете добавить паприку, но у меня здесь очень много разных каких-то таких специй, что я думаю, этого будет достаточно. Вот. И вот эта вот прелесть подается вместе или к вот различным таким овощам. И гости просто-напросто берут к себе в тарелочку какие-то овощи, которые на них смотрят, которые им больше хочется в данный момент, макают в этот соус. Соус обычно тоже подается в таких маленьких тарелочках, чтобы это все было чистенько и индивидуально. И каждый ходит и под первый бокал вина или welcome drink кушает вот эти овощи. Это очень вкусно. Также дети это любят. Полезный такой снэк. Возьмите это себе тоже как бы на заметочку. В принципе, можно импровизировать сколько угодно и делать как вам захочется. Главное, чтобы вы кушали не просто там ломтик яблочка на перекус, а важно, чтобы ваш перекус был хотя бы малюсеньким, как этот бутербродик, но он вас насыщал. И чтобы в комбинации были не только, например, овощи, они должны сочетаться обязательно с белками. Тогда вы будете кушать и будете сытными, и вам будет легко насытиться до следующего приема пищи. Ну что, давайте заглянем, что у нас в духовке. Может быть, у нас уже и подошли наши великолепные снеки. Давайте посмотрим. Вот как они у нас выглядят. Друзья, посмотрите. Наши горячие бутерброды. Так. Поставим их сюда. Посмотрите, как выглядят великолепно наши маффины. Они тоже уже почти готовы, вы видите? Вот. И наша аспаржа тоже почти подрумянилась. Пусть еще давайте мы дадим им 2 минутки, буквально или пару минут, пока я украшу наши горячие бутерброды. Мы их сейчас вот так красиво выложим. Немножко. Смотрите, какие они красивые. Сыр подрумянился. Чем лучше, чем гренки, а? Так зато же вы можете кушать с чистой совестью, друзья. Посмотрите, какая прелесть. Сейчас я немножко перекрыла вам картинку. Вот так вот. А теперь, смотрите, мы можем сюда положить и украсить наши горячие бутерброды, к примеру, ломтиком перца, да? Тра-та-там!
Давайте сделаем так. И вот уже все как по-другому смотрится. И он хрустящий, а как пахнет, дорогие мои. Ой, как вкусно пахнет. Так, как бы вот так красиво его устроить. Так, а эти две греночки я бы хотела посыпать, знаете чем? Чили. Я должна взять чили, окей? Сейчас мы возьмем чили. И будет у нас великолепный пикантный вкус к этим гренкам. Вот так вот. Вуаля. И можем еще, может быть, притрусить вот таким вот перчиком красным. Опять же, если вы работаете из дому, то вы можете кушать и чеснок, и всякую другую прелесть. Но это придаст пикантность. Кушайте вкусненько, на здоровечко. Вот, еще два наших перекуса. Ну, и теперь, наверное, пора достать наши маффины. Вы готовы посмотреть на то, что у нас получилось? Тогда идемте. Я думаю, что наши маффины уже готовы, и давайте вытащим их из нашей духовки и посмотрим, что у нас получилось. Вот так вот они выглядят, великолепно пахнут. Вместе с нашим. Смотрите, какая прелесть. Вот такие они получились. Видите, такие разноцветные, красивые. Одни с сыром, другие с беконом. Ну вот пришел наш кот. Hi, Simon. Так, мы выключаем духовку, она не будет больше нам шуметь и мешать. Так, и вот так выглядит наша спаржа в беконе и также палочки сельдерея. Выглядит неплохо, правда? Смотрите, я сейчас перемещу эти наши горячие бутерброды немножко сюда. Так вот. Так вот. И эти сюда. Ну что, вот что мы имеем на сегодняшний день. Видите, да, вот эти великолепные палочки из аспаржа в беконе, это корень сельдерея, также палочками порезанный в беконе, лук-порей и вот эти маффины. Давайте все это выложим красиво на наше блюдо и подадим к нашему столу. Так, потом мы сделаем фотографию. Я просто хочу, чтобы вы имели представление, как это все получается. Смотрите, вот такие маффины великолепно вынимаются из формочки. То есть они за эти самые 15-20 минут уже подошли и прекрасно нас ждали. Давайте еще один вытащу. Вот так вот. Вот сюда. Также мы положим немножечко наших чудесных пучков аспаржи в беконе. Вот так. Немножко корня сельдерея в паприке и в масле. Также в беконе. Смотрите, все как быстро, легко. И оказывается еще и вкусно. И от этого еще и не поправляется никто. Вы представляете, как здорово? Вот. Сюда же мы можем положить наши бутерброды. Вот так вот. Наши мини-бутербродики. Угу. Как здорово. Помидорчик. Наши сэндвичи из чудесных яиц. Прям так в тарелочке поставлю, да? Помидорчик выложим сюда. Вот. И у нас еще есть также наш великолепный гамбургер или сэндвич, как вы его назовете, из сладкого перца.
И посмотрите, все это я сделала, ну да, время ушло какое-то на то, чтобы я порезала вот эту вот всю прелесть, да. Но, друзья, поверьте, это того стоит. Кушать вкусно и не думать о том, что вы наберете вес, это так здорово. И посмотрите, вот эти 3 маффина, к примеру, я заморожу, потому что, ну, интересно же как-то разнообразить свою кухню. Все остальное можно кушать, тоже распределить. Не обязательно все это делать за один раз. Вы это можете делать постепенно, когда у вас будет время и так далее. Но вы, главное, экспериментируйте. И главное, чтобы вы кушали разнообразно. Потому как я всегда повторяю, что если вы будете кушать только куриную грудку или куриные ножки все время, это вам так быстро надоест уже на 4-й день, и вы обязательно сорветесь. А когда вы будете экспериментировать и наслаждаться едой, разнообразием, у вас не будет повода для того, чтобы пошалить, для того, чтобы что-то съесть, то, что вам совершенно не нужно. Дорогие друзья, я надеюсь, что вас впечатлили сегодняшние наши перекусы, и вы немножко вдохновились, и теперь у вас больше гораздо идей кушать и перекусывать правильно. Если вам мое видео сегодняшнее понравилось, пожалуйста, лайкайте, подписывайтесь, задавайте вопросы. Я всегда с удовольствием на все эти вопросы буду отвечать. Приходите к нам в группу на Facebook, которая также называется Nordic Balance. Она закрытая группа, где все делятся рецептами, какими-то впечатлениями, своими результатами. И будьте моими гостями. Я всех вас очень люблю и спасибо за то, что вы со мной сегодня были. До новых встреч на кухне Nordic Balance. С вами была Виктория Андерсон. Всех люблю. Пока!